Одна из лучших иммиграционных программ Канады запустилась в 2017 году и сразу стала хитом. Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. В этом ролике я расскажу про атлантический иммиграционный пилот, про требования иммиграции по этой программе, про то, сколько нужно денег иметь, какой язык нужно знать, английский, французский, и про другие условия. Также я расскажу про позитивные изменения в 2020 году по этому пилоту и подарю вам несколько подарков. Если вы еще не подписаны на мой YouTube канал, сделайте это прямо сейчас, потому что каждую неделю я выпускаю полезные ролики, в которых рассказываю о жизни в Канаде и об иммиграции в эту страну. Для тех, кто только задумывается о переезде из России, из Украины и других стран в Канаду, я поясню, почему Канада страна номер один, почему нужно обязательно ее рассмотреть для переезда. Прежде всего, канадское правительство официально заявило о том, что в течение этих 3 лет оно примет официально более 1 миллиона человек, кто сразу получит ПМЖ, кто получит постоянное место жительства. Если вы будете жить в Канаде всего лишь 3 года, вы сможете уже подать заявку на получение канадского гражданства для получения канадского паспорта. Почему вообще в Канаде нужны новые иммигранты? Просто большая часть населения это сейчас пенсионеры, старики, и им нужно платить пенсии, а просто нет в экономике Канады столько денег. Поэтому приглашается новая кровь, молодые иммигранты, кто начинает усердно работать, кто платит налоги, и благодаря этому происходит поддержка старого населения. Живя в Канаде, вы будете получать солидные зарплаты, вы сможете приобретать недвижимость, покупать дома, машины, то есть все то, что вам было недоступно в ваших странах. Кстати, чиновники не будут требовать взятки, другие люди не будут тыкать на вас пальцем, если вы будете говорить с каким-то акцентом, если у вас цвет кожи отличается или у вас другие какие-то сексуальные предпочтения. Поэтому Канада это хороший вариант для того, чтобы начать новую жизнь. Только в прошлом году в Канаду переехало 341 тысяча человек. Из них 72% поселилось в популярных провинциях. Это Онтарио, это Британская Колумбия и Альберта. Всего же Канада состоит из 13 территорий и провинций, и как вы видите, новые иммигранты неохотно едут в другие части Канады. Для того, чтобы как-то с этим бороться, в 2017 году 4 провинции объединились и в так называемый Атлантический пилот. Это провинции Нью-Брансвик, Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор и остров Принца Эдуарда. Они запустили Атлантический пилот, потому что сами эти провинции находятся на востоке Канады и они омываются Атлантическим океаном. По этой иммиграционной программе приглашаются иммигранты, и требования кандидатам они существенно ниже, чем по требованиям к другим иммиграционным программам. То есть вам нужно обладать существенно меньшей суммой, вам не нужно профессионально знать английский язык, вам достаточно слабенького образования, и в общем всеми способами эти 4 провинции говорят о том, что ребята, не едьте, пожалуйста, в Торонто, там очень дорого жить, там дорого снимать жилье. Там вы будете зарабатывать не сильно больше, чем у нас, но при этом у вас расходы будут существенно больше. Переезжайте согласно Атлантическому пилоту. Изначально Атлантический пилот запускали всего лишь на несколько лет, чтобы проверить, будут ли вообще ехать люди в эти провинции. Но эта иммиграционная программа показала вот такую эффективность, поэтому его сделали недавно постоянным. И теперь можно не бояться, что вы подадите заявку свою, а ее отфутболят, потому что программу закрыли. Давайте я теперь расскажу, какие кандидаты могут подавать свои заявки для иммиграции по Атлантическому пилоту. Там 3 категории людей. На первом месте это высококвалифицированные специалисты, это инженеры всевозможные, программисты, менеджеры. На втором месте среднеквалифицированные рабочие. И на третьем месте это выпускники канадских вузов из атлантических провинций. Раз речь зашла про образование, то сразу хочу сказать, что
эмигрировать могут люди без высшего образования, достаточно только среднего. Конечно, если вы хотите податься по категории для высококвалифицированных людей, для высококвалифицированных сотрудников, скорее всего, вам нужно будет закончить или колледж, или университет у себя в стране. А так, в принципе, достаточно школьного образования. Если рассматривать вариант, когда вы едете учиться в Канаду, вам нужно будет минимум провести 2 года за партой, и по деньгам вам понадобится, наверное, не менее 15 тысяч американских долларов в год для того, чтобы платить за учебу, для того, чтобы вы где-то могли снимать жилье и покупать продукты. Но плюс в том, что во время учебы вы можете подрабатывать, поэтому можно частично компенсировать свои расходы. И у меня было классное интервью, вот тут я оставлю ссылочку, где вы сможете посмотреть видео о том, как можно эмигрировать в Нью-Брансвик, например, как раз с помощью получения образования в Канаде. В атлантическом пилоте по любой из названных 3 категорий от вас потребует сдачи языкового теста на английском или французском. Почему французский? Просто, например, тот же самый Нью-Брансвик, он двуязычный, и там есть как франкоговорящие люди, так и англоязычные. Что касается уровня, на который надо сдать, это всего лишь CLB 4. Это очень-очень низкий уровень, ниже, наверное, среднего. И даже если вы вообще не знаете сейчас язык, то, наверное, за 1 год подготовки вы сможете доучиться до такого уровня, чтобы сдать тест и потом подать свою заявку на иммиграцию по атлантическому пилоту. Если вы хотите, я сниму отдельный ролик про языковые тесты. Для этого надо, чтобы этот ролик набрал 500 лайков. Следующее требование иммиграционного пилота — это сколько у вас денег есть на счетах. Вообще, по большинству иммиграционных программ канадцы требуют, чтобы у вас были деньги, чтобы вы, когда переедете в Канаду, вам было где жить, что кушать и так далее. То есть канадское правительство не хочет, чтобы вы садились на пособие. Но по атлантическому пилоту требования настолько низкие, что я не знаю, любой человек сможет, наверное, найти необходимые деньги. Если в вашей семье только вы, 1 человек, то от вас потребуется всего лишь 2442 американских доллара. Я размещу табличку, где вы сможете увидеть как раз требования в американских долларах, чтобы вы не тратили время на перевод канадских долларов в американские, потому что универсальная это валюта. Если в вашей семье 2 человека, например, вы и супруг или супруга, то от вас потребуется около 3000 американских долларов. Если у вас 3 человека, то 3700 долларов, ну и так далее. Я думаю, что вам пока что нравятся требования, которые я озвучил. Низкий уровень знания английского языка или французского, мало денег, школьное образование. Где же подвох? По-любому должен быть минус. Если бы его не было, я думаю, все бы там 300 или 500 тысяч человек уже переехало именно в эти провинции атлантического пилота. Проблема основная заключается в том, что любой человек, который подает свою заявку, должен найти канадского работодателя, с кем подпишет как минимум годовой рабочий контракт, то есть он должен получить предложение о работе. Работа должна быть на полный рабочий день, сезонные работы не катят, и сложность вообще Канады в том, что в Канаде закрытый рынок труда, он прежде всего предназначен для тех резидентов, кто уже находится в Канаде. А вообще из-за границы тяжело найти работу. Чтобы найти работу в канадской компании, обычно канадская же компания должна подтверждать, что этот работник нам очень необходим, мы не можем найти никого из Канады, они должны заплатить денежки канадскому правительству, чтобы оно разрешило нанять иностранца. То есть не какой-то работник должен платить деньги, а именно компания, где человек хочет трудоустроиться. Но, как вы помните, в атлантическом пилоте состоят 4 провинции, в которые не особо едут новые иммигранты. Поэтому чиновники из этих провинций, из Нью-Брансвика, Новой Шотландии и так далее, они договорились с главным федеральным правительством о том, чтобы иностранных работников можно было брать по упрощенной процедуре. Компаниям, которые находятся на территории этого атлантического пилота, не нужно получать дополнительное какое-то супер-пупер сложное разрешение, они могут просто брать иностранцев и выдавать им рабочие визы. То есть эту процедуру очень сильно упростили. И
подарок вам от меня. Я в своем телеграм-канале размещу ссылку на документ. Не надо будет ходить по куче сайтов, по сайтам каждой провинции, а в одном документе будут все компании, которые могут нанимать иностранцев. Сложно ли найти работу в Канаде? Сложно ли найти канадского работодателя, который согласится вас взять к себе на работу? Конечно, да. Прежде всего отличается формат резюме, которые приняты, например, в Канаде и в России, в вашей стране. Там все иначе. Вам надо готовиться к прохождению собеседования. Вы столкнетесь с кучей проблем, о которых даже сейчас не догадываетесь. Но, с другой стороны, правительство Нью-Брансвика, только одной из провинций из 4, которые принимают участие в атлантическом пилоте, оно заявило о том, что в течение этих 10 лет собираются открыться 120 тысяч новых рабочих мест, и в связи с этим они планируют попросить федеральное правительство об увеличении количества мест, об увеличении квот для приема иммигрантов. Это хорошая новость на самом деле. Искать работу тяжело, но точно так тяжело найти работников. Чтобы вы понимали всю боль, я расскажу вам один пример, на что вынуждены идти чиновники из Нью-Брансвика, одной из провинций. Они объединяются с крупными работодателями, и они ездят по всему миру, то есть не только по Канаде, и устраивают ярмарки вакансий. На ярмарках вакансий они рассказывают, пытаются разрекламировать свою провинцию, и они очень-очень ищут специалистов для того, чтобы их заставить переехать в Канаду, чтобы они там работали. Такие ярмарки вакансий проводятся регулярно, каждые несколько месяцев, и все время там меняется список профессий. Во время одной, например, ярмарки вакансий нужны дальнобойщики, потом программисты, потом, например, рабочие на заводы по переработке рыбы, повара. Часто меняются эти профессии. И для того, чтобы участвовать в таких ярмарках вакансий, вы просто должны зарегистрироваться на сайте, то есть не надо пока что вам никуда ехать. Вы должны отправить свое резюме, и если вас отберут, вы приезжаете на место, там, где проводится ярмарка вакансий, а это может быть даже Киев, это может быть Варшава. Например, сейчас будет происходить крупная ярмарка вакансий в Брюсселе, там очень много специалистов по разным профессиям нужны. И вы будете проводить собеседование с работодателями, и вы можете буквально практически сразу подписать с ними рабочий контракт и получить рабочую визу, переехать в Канаду, работать там, получать нормальные деньги по канадским стандартам, не какие-то копейки, что вот какой-то иммигрант, я буду ему платить минимум. Нет, то есть нормальные деньги, и когда вы проработаете какое-то время в Канаде, вы уже сможете подаваться документы на иммиграцию, то есть на получение ПМЖ как раз согласно атлантическому пилоту. И там как раз у вас спросят знания языка, у вас спросят, есть ли у вас рабочий контракт. Там вот же у нас и есть рабочие контракты. У вас спросят, сколько у вас денег, а у вас много уже денег. Поэтому атлантический пилот — это очень классный пилот. Вместе с канадским специалистом по найму персонала с большим опытом работы, по-моему, 8 лет, если не больше, мы создали обучающий курс о том, как искать работу в Канаде. Мы вас учим о том, как правильно писать резюме, как правильно проходить собеседование, как торговаться о зарплатах. Также мы предоставляем контакты канадских работодателей из атлантического пилота и не только. То есть вы сможете выбрать по вашей профессии, там будут указаны и адреса электронной почты, и телефоны, и вы сможете отправить свое резюме им. И там куча дополнительной информации. Вы сможете перейти по этой ссылочке, вот тут ее оставлю, и прочитать более подробно о программе курса, почитать отзывы. И для вас я дарю специальный подарок только для зрителей этого ролика. Это скидка для того, чтобы учиться на нашем курсе. Если вы хотите узнать больше информации о Канаде, обязательно подпишитесь на мой инстаграм. Каждый день я пишу что-то полезное о Канаде, о способах иммиграции не только в атлантический пилот, но и по другим иммиграционным программам. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Поставьте там колокольчик и напишите еще в комментариях, как вам вообще эта иммиграционная программа, как вам атлантический иммиграционный пилот. Подходит он вам по требованиям или нет.